Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте с вами узнаем знаки судьбы. Достанем 3 карты. На колоде 78 дверей. Открыты двери или закрыты будут для вас, мои дорогие. Ну вот узнаем, каковы ключи. А может быть и сами куда-то не пойдем. Одним словом, знаки судьбы и что прояснится с 1 по 10 октября. Что же прояснится для моих любимых козерогов? Давайте узнаем. 3 карты. Ну, как 3 сферы жизни или чего могут касаться вопросы, в которых вам придется принимать важные решения. С чем это будет как минимум связано? Итак, знаки судьбы. Первый знак судьбы с 1 по 10. Что нужно принять во внимание? Второй и третий знак. И раз уж мы с вами сказали, что прояснится, вот такую карту мы с вами и достанем. Что прояснится для вас, мои дорогие козероги, с 1 по 10 октября. Какой вопрос, какая сфера? Что прояснится? Что уйдет? Ну, может быть, вы какое-то дело приведете уже к знаменателю, завершите, и все, будете спать спокойно. Может быть и так. А что придет взамен? Личная жизнь, любовь, отношения. Сфера финансов и сфера вашей работы, занятости, достижений. У кого-то юридические документы, согласования, у кого-то учеба. Первый знак судьбы. Сюрприз, мои дорогие. Какой-то выбор, вот именно выбор, непростой. Обратите внимание, особенно в этой колоде, очень четко художник прописал, прорисовал как бы, да, с чем мы можем столкнуться. Изображена монахиня, которая открыла дверь на крик младенца. И что она видит? Маленькая крошка в корзинке среди холода и луж. Мы, конечно, понимаем, что она не оставит этого младенца мучиться вот в этой сложной обстановке погодной. Она как минимум занесет в дом. Но вот ведь нам автор предлагает немножко пошире, так поглубже рассмотреть этот вопрос. Именно монахиню изобразил, не кого-то там другого. И мы понимаем, прежде чем человек примет на себя вот такой монашеский постриг, явно там какие-то серьезные вехи в жизни или какие-то переживания, события, они уже состоялись. Люди уходят, когда в мирской жизни не видят ни продолжения своей жизни именно, да, не видят смысла, или когда сталкиваются с какими-то сложными ситуациями, в которых тоже не видят, что могут что-то изменить. Но и нам показана, кстати, женщина, которая уже в достаточно почтенном возрасте. И кто знает, понятно, что для нее этот уклад уже стал привычным. А может быть, в молодости она мечтала о дружной, любящей семье, когда много детей, да, вот о чем-то таком. Женская природа в первую очередь такова. Но получается так, что именно то, о чем мечталось, не было дано. И вот теперь все-таки это была мечта, как будто высшие силы эту мечту, ну, осуществляют. Но приходит эта возможность совершенно не тем путем, как она себе это представляла. И даже лицо, я надеюсь, это видно, обескураженное, удивленное, что с этим делать. И если мы знаем, конечно же, что заберет этого малыша, младенца в дом, не оставит на улице, а вот что она будет делать дальше? Или отдаст приемным родителям, или все-таки сама попробует, пройдя через какие-то очень сложные препоны, оставить малыша себе и будет сама воспитывать. Вот вам дают возможность какую-то, мои дорогие козероги, и вот совсем не тем путем, как вы это предполагали, а вам нужно сделать выбор, сложный выбор. Знак судьбы, да, действительно, выбор сложный, потому что просчитать что-то наперед невозможно. Может быть, и есть в чем-то ваша неуверенность, а может быть, это, смотря чего касается, есть и риск. Аркан Луна нам говорит, выглянет, конечно, солнце, все встанет на свои места, но именно пока нам нужно, ну, где-то разобраться, понять самих себя, что мы хотим продолжать, а что нет.
но, может быть, на какой-то период времени нам нужно взять либо какую-то паузу, может быть, да, или пройти через период ожидания. Все же на карте Луна, обратите внимание, беременная женщина, опять-таки тема материнства, дома, семьи или места пребывания. Она, видимо, будет у вас актуальна с 1 по 10 октября. Ну, по крайней мере, не на последнем месте. Тут ведь может быть, знаете, какая ситуация у кого-то по работе. Ну, вот так вот складываются обстоятельства, что вам не просто там рабочие моменты, а может быть работа, связанная либо с перемещениями, либо с каким-то графиком, к примеру, работы, или именно для карьеры нужно куда-то отправиться, или работа с командировками, да, ну вот самые разные варианты. И ожидает как будто, да, девушка, которая прогуливается по берегу, и этот процесс невозможно ускорить. Вот явно тут выбор и еще как будто в затяжку. Основная задача нам попасть вот за эти двери, как ни странно. Дверь под наклоном. И те из вас, хоть раз, которые пробовали открыть эту дверь, которая наклоненная, как будто она всегда очень так сложновато открывается. А нам, тем не менее, художник изобразил дверь, как будто такая красивая, массивная, в Пизанскую башню. Поэтому и под наклоном. Мы знаем, что Пизанская башня, так посмотришь, вроде падает, как будто выглядит какое-то дело не очень надежно. Но тем не менее мы знаем, башня эта Пизанская падает уже столетия и, похоже, еще столько же простоит. Так вот, нам нужно именно туда попасть, потому что там наше место безопасности. Дверь закрыта, ключа нет. Вместо ключа страж дверей и хамелеон, мои дорогие. Вот вам для того, чтобы решить, как сделать выбор. Может быть, выбор – это первая часть, а потом еще куда-то попасть. И придется договариваться с хамелеонами, быть великим дипломатом. И не упустить возможность, может быть, э, как с кем-то договориться, да. Я допускаю, может быть, и по работе у кого-то подобная ситуация, но и себя-то не обидеть явно. Причем это не в явных каких-то таких открытых энергиях, а когда все на полутонах, когда в грани между тенью и светом, потому что аркан Луна. Вообще Луна чаще всего в классических колодах – это как две башни. И нам может поначалу показаться, что мы должны выбрать как будто одну из них, а на самом деле нет. Нам как вот по этой дорожке, как отсвет по водной глади от Луны. Нам между нужно пройти. Вот почему между это уже где-то предполагает дипломатию или умение договариваться. Ну, поэтому художник так изобразил. Что-то новое, с чем вы не сталкивались, что невозможно пока просчитать, то, что есть пока в образах, но конкретики нет. Вот такой знак судьбы. Может быть, кстати, правда будет важно ни от чего-то не отказаться. Давайте так, по-честному. Если вы с чем-то подобным сталкиваетесь, с 1 по 10, ну, так для истории 10 дней вообще ни о чем. И я тут вижу, отказаться никак нельзя. Может быть, вам придется такое Соломоново решение принимать и как отступить полшага назад. Не сказать ни да, ни нет, да, сидеть на двух стульях одновременно, почему нет? Или если делать этот выбор, то искать какие-то подстраховочные варианты, когда вы можете, ну, совершить маневр и отступить. Ну, правда, тут непростая ситуация, но как будто она вам не просто так дается, это как жизненный экзамен. Вам действительно не просто выбор нужно сделать, а как будто на что-то решиться. По 6 мечей мы всегда отплываем от старого берега, то есть уже какое-то намерение у вас четко оформилось. Вы хотите что-то осуществить, но, может быть, не знаете методы и какой-то вопрос не можете просчитать. У кого-то из вас будет освоение новых технологий, цифровых технологий и конкретно работа на дому. Может быть, обустройство дома. Может быть, в связи с этим вы будете искать жилье даже. Я такое могу допустить, чтобы была возможность и работать на дому, ну, проживать тоже, да. Вот явно работа, дом и какие-то последующие перспективы, может быть, и семья. Ну, мы все разные, перекладывайте на себя. И тем не менее какой-то выбор нужно делать, потому что 6 мечей – карта заслуженного успеха.
Самое главное, если мы говорим о знаке судьбы, нам нужно принять решение и на что-то решиться. И всегда по шестерке мечей мы отплываем, опять же, от какого-то прежнего берега, где ничто не растет. Там, где мы не можем раскрыть таланты. Или мы не можем работать, мы не можем осуществлять какой-то свой план, заниматься творчеством. Одним словом, вы что-то будете улучшать тут. Но выбор непростой. Что прояснится? Вопросы дома, семьи, отчасти денег, потому что хоть и чаши, но это благополучие. Может быть и любимая история, но тут вся семья в сборе. Может быть, вы действительно, кто-то из вас будет принимать решение по части личной жизни, вот конкретно отношений, вместе или не вместе. Вот как вопросы пары. Хотя, конечно, по этой карте вместе, что тут говорить, правда, она по максимуму очень добрая, изобилие, процветание, возможности. Это, знаете, как единение души. Когда все один за всех и все за одного, мои дорогие. Но вот такое состояние. Очень перспективная, понятно, карта, но и одновременно итоговая. Поэтому тут действительно прояснится какой-то вопрос по части и личной жизни, может быть, и семейного благополучия у кого-то, а для кого-то благополучие, ну, через материальное благо, и значит вопрос еще и денежный, ну, имеется в виду работы. Откуда к вам приходят деньги? Но в целом это для вашей радости. По крайней мере, возможности будут. Хотя поначалу это может быть, знаете, как полный ступор. Как к этому относиться, что это такое и как это называется? Ну вот, сродни вот тому образу монахини и маленького младенца. Вот подумайте об этом. Что уйдет? Ну, какая-то детскость, какая-то наивность уйдет. Вы будете тут явно что-то просчитывать и минимизировать риски. Это факт. По нулевому аркану, знаете, это вдохновение, вот такая восторженность, потому что всегда легкость на подъем. Но нулевой аркан, что-то новое начинается, но, видимо, это постепенно уходит, и на смену приходит практичность. Потому что наш шут буквально нулевой аркан, и посмотрите, он как в круге. И катится куда-то этот круг, и уже на краю обрыва. А он довольно и счастливый. Нет, понятно, мы не шуты на карте, и поэтому мы должны явно свою траекторию как-то просчитывать. Так вот, риск какой-то неосознанный или ну, совершенно ненужный, я тут вижу, уходит. Может быть, и восторженность, это первое, тоже уходит, сменяет ее практичность, мои дорогие. Именно ваша практичность. Что придет взамен? Ну да, все то, что я, наверное, говорила, можно даже по картам, не знаю, Таро, вот эта колода, да и 78 дверей, колесо года, она очень понятная. Аркан влюбленные. И если мы говорим, выбор тоже, да, присутствует по значению этой карты. Но в этой колоде это любовь, мои дорогие, что придет. Именно когда паре люди вместе. Я так могу предположить, что действительно и личная жизнь, и жилище или дом, место проживания. Но вот еще осталось нам прояснить по вопросу работы. Или иногда просто шестерка мечей говорит конкретно переезд, путешествие или планируемое. Может быть, это вы планируете через какое-то время, а сейчас ищете варианты, готовите документы, что-то просчитываете. Словом, занимаетесь этим вопросом. Может быть и так. Давайте узнаем. Ну, точно, переезд, посмотрите. Если, мои дорогие, вот вы задумываетесь, и неважно, о каком переезде, кто-то собирается, к примеру, работать на дому, ищет работу или что-то изучает, продолжайте этим заниматься. Поверьте, у вас что-то получится. Вы останетесь довольны. Почему? Колесница – это карта успеха, победы. Ну, пусть не в этой колоде, но, в принципе, успех, и когда не оглядывайся назад. То есть уже как бы сама судьба, наверное, провела какую-то демаркационную невидимую линию, когда вам назад не надо, мои дорогие. Отсюда только вперед. И каким-то образом, может быть, это связано с встречей, новой встречей, знакомством каким-то, или, ну, которое произошло недавно, или, может быть, вы знали друг друга долгое время, а тут вы задумаетесь именно уже статусно как-то оформить ваши отношения. А у кого-то будет связано именно с работой, личная жизнь, любовь и дом, да, и именно вот этот переезд.
Будь то это ваш успех, который через работу, будь то конкретный переезд по личной жизни, у вас все получится. Но это какая-то траектория. Это траектория, которую нам, понятно, тут не говорят, но по старшему аркану, к примеру, мы с вами смотрим 10 дней, но старшие арканы чаще всего работают как-то дольше, недели 3 как минимум, а то и больше. Поэтому задуматься, просчитывать, искать вы можете теперь. Я, конечно, допускаю, это ж не исключает, правда, что кто-то вот именно в эти 10 дней переедет, почему нет? Но для кого-то из вас это то, что вы будете именно подсчитывать. Как-то вы распределять это будете, что вам подходит, какой вариант или нет. И если вы начинаете что-то изучать прекрасно по этой карте, с учетом шестерки мечей, тут большие перспективы у вас будут. Да я бы сказала, тут на всю перспективы. И на личную жизнь, и на поездки, смена места жительства, на далекие переезды, на изучение. Как и карта заслуженного успеха, как и карта колесница – когда вы сможете сразу несколько составляющих, знаете, как в красивый витраж сложить или в красивую мозаику, когда каждому пазлу словно, да, есть свое место. А в целом это вот тот узор волшебный и составляет финансы. Ну, я не могу сказать, что вы прям тут достали деньги, куда-то их кому-то отдали или заплатили. Вы будете явно что-то считать. По девятке жезлов осторожные действия. Как будто и карты советуют. Это на финансы. Ну, если ты сделал один шаг, то и осмотрись, остановись, куда-то не торопись. Вам реально нужно просчитать. Может быть, не все получается, кстати, просчитать, я такое могу предположить. Но если на финансы девятка жезлов, но пока не торопись буквально тратить деньги. Они тебе как будто пригодятся. Может быть, это так складываются обстоятельства, мои дорогие козероги. Но я тут больше вижу, что мы, знаете, учимся с собой не рисковать все-таки по этой карте. И если есть необходимость, вверху нулевой аркан. Тут никак нельзя сглупить. Может быть, придется, знаете, как пришла информация или какая-то возможность, или возможность заработка, или это вы словно прицеливаетесь, каким образом я могу себе осуществить, как вариант, дополнительный доход на дому, или работу из любой точки мира. Может быть и так. Или вы хотите освоить какое-то ремесло, а его можно освоить намного быстрее, не нужно сидеть годами в университете, правда? Мы можем как-то так быстрее, и у нас уже в руках готовая профессия. Причем, когда мы умеем делать что-то собственными руками. Поверьте, в какую бы точку мира вас не забросила судьба. Без куска хлеба с маслом вы никогда не останетесь. Поэтому в наше сложное время изучать ремесло всегда хорошо. Это точно. Ну вот у кого-то что-то подобное, да, помимо вашего диплома, может быть, даже, да, диплом есть и сложные науки изучали, а тут, видите, нет, но вот как-то нужно мне что-то более такое, прикладную какую-то профессию получить. Вот я тут вижу явно какие-то тенденции по финансам у вас будут, потому что и хочется сохранить какую-то сумму, может быть, это на вашу мечту. Хочется еще что-то осуществить, и приходится быть вот таким скрупулезным к финансам. Ладно, так что же там по достижениям? Ну, прилежная ученица, буквально так называется эта карта. И все то, что я только что сказала, она подтверждает. Тут и учеба проходит, и финансовый какой-то, ну, как просчет, имеется в виду подсчет, да? Принцесса– это именно начальная какая-то стадия или первые шаги в том проекте, который вас интересует. Может быть, это и новая работа, или пусть, мои дорогие козероги, работа как место работы старая. Тогда у вас есть возможность построить карьеру, мои дорогие, вот правда? Тут явно есть какие-то возможности. Может быть, они приходят как-то спонтанно. Вы представляли даже, ну, карьеру. Вы не против, да, строить карьеру. Но вы, опять же, представляли, что это будет каким-то другим путем. Вот здесь элемент внезапности, неожиданности или неожиданного предложения. Или, может быть, это обстановка так складывается. И у вас будет такая оказия. Кому-то из вас буквально может предложить, допустим, руководитель организации, или вы сами так сочтете, для того, чтобы строить карьеру, мне необходимо какие-то курсы, к примеру, пройти. Такое ведь тоже бывает, да, или в
второе высшее образование. Ну, такие моменты тоже бывают. Или вообще любое образование, я уже об этом говорила, не повторяюсь, но где-то приготовьтесь вот именно к изучению. Шестерка мечей нам ведь тоже как будто, посмотрите, человек, ну, отчасти, не то он переписку с кем-то ведет, иными словами, добывает информацию, которая нужна ему. Или, в принципе, для себя что-то просчитывает, но пытается, по крайней мере, может быть, вот как по аркану Луна, какую-то неизвестность прояснить. У вас получится. Шаг за шагом все получится, мои дорогие любимые козероги. Правда, очень положительные карты. Вот я так вижу. Что-то не упустить, мои дорогие, вам обязательно нужно с 1 по 10. Такие знаки судьбы. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.